19 ноября 2024 года может стать поистине историческим днем для всего грузинского футбола. Сразу 3 национальных сборных разных возрастов будут бороться за самые высокие места. Молодежная сборная Грузии может попасть на молодежный чемпионат Европы, а взрослая может выиграть группу в Лиге наций и подняться в Лигу А. В этом видео я расскажу о том, что стоит ждать от этих матчей и есть ли шансы, что все 3 сборные победят сегодня. Итак, давайте разбираться. Я это видео пишу в самом обычном грузинском кафе, совсем недалеко от стадиона имени Михаила Месхи. И здесь вот разбирался во всех перипетиях, уже совсем чуть-чуть остается до матчей, поэтому давайте долго тянуть не будем. Погнали, начинаем с команды Ю-19. Вообще про матч сборной Ю-19 я ничего особо не знал, но вот когда уже оказался в Грузии, увидел, что люди в принципе это обсуждают. И первая была победа над командой Швеции, волевая победа, надо сказать. Проигрывали 0-1, выиграли 2-1, потом с норвежцами плохо начали, там наоборот было 0-2, отыгрались, Салия, кстати, забил, новичок Ньюкасла, но в итоге, к сожалению, в концовке пропустили. Вот сейчас 3 очка, завершающий матч против команды Эстонии, есть шанс выиграть, у Эстонии, кстати, также 3 очка, и абсолютно по таким же сценариям их матчи складывались, с норвежцами в конце проиграли, ну а шведов смогли обыграть, пропустив первыми. И вот матч против Эстонии сегодня в 21:00. Но здесь, наверное, значение этой игры, оно минимальное, потому что даже в случае победы сборная Грузии пока еще никуда не попадает, она просто проходит в следующий этап. Ну, кстати, даже ничья устроит, потому что Грузия забила чуть-чуть больше, чем команда Эстонии. Кстати, любопытно, что и сборная до 17 лет могла попасть в этот перечень команд, которые будут бороться за самые высокие места, но в октябре свои матчи они, к сожалению, проиграли Польше и Словении, Но в октябре они проиграли Польше и Словении, обыграв лишь Армению, финишировали 3-ми в своей отборочной группе. Вот в 22:00 играет молодежная сборная Грузии. Она обыграла дома сборную Хорватии. Для кого-то это стало сенсацией, неожиданностью, но не думаю, что эта сборная должна бояться таких соперников. Забили быстрый гол, потом было удаление у гостей. Хотелось очень, чтобы команда Рамаза Сванадзе еще второй мяч забила, но не получилось, всего лишь 1:0. И теперь отправляется на выезд в Хорватию против такой крепкой команды. Надар Ламинадзе вернется после дисквалификации. Ну и, конечно же, лидер этой сборной Георгий Кварнадзе, Иракли Азарви, который, между прочим, готов и будет играть. Хотя были опасения, что у него будет травма, но нет, вроде бы все в порядке. Поэтому готовимся. Вот такой у нас классный, настоящий разогрев перед матчем Лиги наций. Хотя какой разогрев? Это вполне себе, может быть, даже и большее событие, потому что впервые в истории молодежная сборная Грузии может квалифицироваться именно на молодежный чемпионат Европы. Напомню, тот турнир, что был в Грузии, там все-таки как хозяева сборная Грузии принимала участие. И, кстати, если говорить про личные встречи, то у сборной Грузии против Хорватии всего 1 поражение в 5 матчах. Очень неплохая статистика. Ну, кстати, здесь вполне устроит ничья, не обязательно и побеждать. Хотя с таким настроем, наверное, на игру лучше не выходить. Ну и главный матч дня – это матч в Чехии, в Оломоуце, Грузия-Чехия. Грузии нужна только победа. Ну, Грузия уже показала, как обыгрывать чехов со счетом 4-1. Я напомню, кстати, здесь, на Месхе, этот матч победой хозяев закончился. Сейчас, наконец-таки, сборная Грузии в оптимальном составе. Нет никаких потерь. Качарашвили сможет сыграть, Лашадвали сможет сыграть. Но какой состав выпустит Саньоль, мы до сих пор не знаем. Какие будут изменения и вообще во что будет играть команда Саньоль. Я напомню, что Грузия и Чехия также играли на чемпионате Европы, то есть это уже 3-я встреча команд за последние полгода. Там был счет 1-1, там Чехия чертовски доминировала, а вот во второй игре было все наоборот. Чехов, ну, наверное, все-таки устроит ничья, хотя не будем забывать про матч Украины и Албании, который может повлиять на расклады в группе. И здесь, знаете, все может развернуться, в том числе для грузинской команды, в совершенно разные стороны. Но, знаете, наверное, ниже 3-го места Грузия уже не опустится, а это уже, в принципе, очень хорошо. Хотя вот на вчерашней пресс-конференции, которая проходила в Чехии, Вилли Саньоль сказал, что, ребята, нам нужна только победа. Мы, конечно, уважаем соперника, состав соперника очень сильно поменялся, но мы приехали, чтобы выиграть эту группу, чтобы занять 1-е место. И надо сказать, что в случае победы Грузия будет именно на 1-м месте. Ну, еще на пресс-конференции был Лука Лачашвили, он тоже там много что говорил.
сказал, что, конечно же, тоже нужно играть на победу и нисколько его не пугает, что попадут в Лигу А, там будут сборные Германии, Португалии, Франции. Нужно все равно выигрывать, нужно проходить дальше и играть с самыми сильными соперниками. Я, в принципе, это поддерживаю, пусть тут и говорят, что, наверное, Грузии стоило бы задержаться в Лиге Б, там команды как бы послабее, и потом шансы попасть на Евро, на чемпионаты мира их будет больше, но вот индивидуальный рост футболистов все-таки это, я думаю, что вызовет, если команда продолжит свое движение вперед. Ну, опять же, если говорить про состав, я вам основные моменты сказал, но что касается сборной Чехии, здесь я хотел бы несколько фамилий выделить. Вот представляете, если сравнивать два матча, вот тот самый первый матч, когда Грузия выиграла 4-1, и матч, когда Чехия играла вот буквально 3 дня назад в Албании, то всего 4 футболиста совпадают в этих двух составах. И это провод, Куфал, Соучик и вратарь Ковар. И вот, знаете, в связи с этим интересно вообще, во что будет играть сборная Чехии, будет ли вот эта злость, что вот вы нас 4-1 обыграли, мы вам сейчас отомстим, и что может, кстати, сыграть злую шутку с этой командой, либо же, наоборот, спокойно будут как-то доминировать, мяч контролировать, не отдавать Грузии. Хотя, знаете, контроль мяча против сборной Грузии — это не самый лучший вариант игры. Мне очень интересно вообще понаблюдать, как эта игра будет проходить, как этот матч примут здесь, в Тбилиси. Ну и самое главное, чем он в итоге закончится. Кстати, Лука Лачашвили пожелал удачи молодежной сборной. Очень надеется он, что будет большой праздник в стране сегодня за счет 2 побед национальных команд. Я тоже не могу представить, что здесь будет в Тбилиси, если это действительно случится. Ну и Ю-19 у нас бонусом. В общем, настоящий футбольный вторник сегодня для сборной Грузии. Такие ожидания у меня от предстоящих матчей. Ну, если вы меня спросите, могу ли я дать какой-то прогноз, давайте, я хочу просто, чтобы был сегодня праздник в городе, настоящий футбольный праздник. Неважно, какие из сборных победят, чем больше выиграет, конечно, тем лучше. Хочется классной игры, вот такой напряженной, как было в Батуми, до последних минут, чтобы все получалось у грузинских футболистов, никаких травм, удалений. Пусть будет реально сегодня настоящий праздник футбола. Но а вас я призываю подписаться на канал, поставить лайк этому видео, все как обычно. Ну и поделиться с друзьями, которые тоже ждут этого матча. Пишите в комментариях тоже, сколько сборная Грузии сегодня победит и что вы ожидаете от сегодняшних матчей. Yeah.